Всем здравствуйте! Сегодня продолжаем тему вышивки. Вышивки лоскутов, вышивки бора. Досмотрите это видео до конца, будет интересно. Покажу вам самую первую мою сумку, самую любимую. Я ее носила несколько лет, не снимая с себя, как говорится. Она у меня самая любимая, самая первая. Здесь вот я брала разные лоскуточки, не только джинсовые, от рубашек вот. От какого-то платья, ситец, нейлон какой-то у меня даже, пуговицы. Мне про них писали, не подходит сюда, не подходит. Почему не подходит-то? Вот подходит сюда, все подходит, все нормально. Не нравится, не пришивайте. Эта сторона тоже с разными лоскуточками, с разными вышивками. Клапан джинсовый на магнитной защелке. Вот это моя сумочка первая. Разные вышивки здесь, как придумала, так вот и шила. Вот это вторая сумка моя. В бордовых тонах. Тоже ткани здесь разные. Это трикотаж, это вельвет. Вот вельвет, видите? Сердечко отсюда вырезала, сюда пришила. А это галстук. И это галстук. Вот это фланелька у меня. Шелковая, трикотаж тоже. Тоже интересные вышивки. Интересная моделька получилась. А здесь у меня ткани не хватило. Я поставила сюда тоже галстук. На заднюю часть ее не видно все равно. Вот это вторая сумка моя. А вот это недавно ее пошила. Вот эту сумочку. Тоже мне очень нравится. Похожая на первую. С клапаном. Удобно очень. Тоже вышивки разные-разные, но здесь только джинсы. Джинсы, шлевки, пуговицы от джинсов и тоже магнитная защелка. Тоже очень много дебатов было. Зачем здесь пуговицы, перебор уже, зачем здесь шлевки. Ну, шейте, как вам нравится, шейте, вам никто не запрещает. Мне вот так захотелось украсить еще пуговицами и шлевками. Тоже разные вышивки, какие нашла, какие сумела придумать. Козлик, просто снежинки, зигзаги всякие и обычная строчка, иголка вперед. Здесь вот такие треугольники, в них французский узелок. Опять козлик, козлик, козлик. Вот такие кружочки. В общем, на что хватило фантазии у меня, то и вышила. Это просто иголка вперед, вот квадратно вышивала. Здесь кружочек вот этот такой симпатичный. И опять здесь зигзаг. И опять здесь решетка. На что хватило фантазии. Можете поставить на паузу и срисовать эти швы, потом вам они пригодятся. Пусть будут у вас они, как черновики, перед глазами. И можете в любой момент вышить. Обязательно досмотрите этот ролик до конца. Будем мы с вами вышивать декоративные швы различные. И прошу вас поддержать меня. Друзья, я получила посылку из интернет-магазина 1 метр ткани. Запаковано все в двойной мешок. Все надежно и все хорошо упаковано. Вот мой заказ. Во-первых, это ниточки. Бобинки белые. Нитки стоят всего 136 рублей. Очень дешево. Очень хорошие. Качество хорошее ниток. Лента 80 рублей. Вот этот моточек. Мне она обязательно пригодится. Ширина ленты 2,5 сантиметра. Еще я заказала полотенце махровое. Вот такие я уже заказывала. Для рук еще заказала 2 штуки. А вот это вот я на пробу заказала. Не знаю качество. Сейчас посмотрим. Вот это розовое полотенце стоит всего 159 рублей. Вы где такую цену найдете сейчас? Я сегодня только была в магазине и видела цены на полотенце. Ничем не отличаются качество. Они стоят в 2-2,5 раза дороже. Это 50 на 90 полотенце. Взяла на пробу. Оно чуть потолще.
вот этого синего. А это полотенце 40 на 70 и стоит всего 99 рублей. В магазине вы бы его купили в 2 раза дороже, как минимум. Для рук самое то. А розовое чуть-чуть как будто бы ворс подлиннее, чем у этого синего. Качество хорошее, девчата. Покупайте, заходите, смотрите, там разные размеры. Есть и банные полотенца большого размера. И тоже цены очень даже привлекательные. Обязательно воспользуйтесь промокодом ассорти, чтобы получить 5% скидку. Она хоть небольшая, но приятно все равно. Следующий заказ — это ткань муслин. Хлопчатобумажная, двойная. Такая мягкая ткань, прелесть. На летние вещи, на рубашки, на сарафаны, платья, халаты, на туники, на что только хотите, на блузочки. Очень мягкая, тонкая, не жарко будет в ней. Очень даже хорошая ткань муслин. Она как бы двойная, вот здесь 2 слоя, двухслойная. В эту ткань еще завернули мне киперную ленту, которая пригодится. Обрабатывает горловину очень хорошо. И силиконовую ленту. Тоже для футболок, чтобы не растягивались швы плечевые. Все это пригодится мне. Ну и вот такой тюк большой, трикотажного полотна. Вот эту я заказала. Футер трехнитка, начес. Качество компакт пенье. Всегда берите, девчата, компакт пенье. Качество очень хорошее. Длинное волокно. И полотно не закатывается, ткань потом при носке. Качество очень хорошее. На костюм взяла 3 метра. С капюшоном, чтобы у меня ветровочка была. Толстовочка, как ее правильно назвать. Цвет футера называется темный индиго. Мне нравится такой цвет. Состав здесь: хлопок 65%, полиэстер 35%. Компакт пенье. Начес. Футер трехнитка. Пока выбор есть расцветок, девчата, заходите. Скоро зима. Осень, вернее, потом зима. Такие костюмы пригодятся. К футеру я купила кашкарсе на горловину, на низ рукавов и вообще на низ изделия, на резинку. Тоже темно-синий, вернее темный индиго написано. Состав: хлопок 95%, лайкра 5%. Очень удобно, что кашкарсе продается в тон основной ткани. Кашкарсе продается по 10 сантиметров. Я вот взяла 20 сантиметров, мне должно хватить на костюм. Следующий заказ — это кулирное полотно. Темно-серый цвет написано. Вот такие буквы. Мужу на футболку подойдет. Он не любит сильно яркие футболки, поэтому я взяла вот эту потемнее ему. Вот такая кулирка. Не сильно тонкая, плотная все-таки. Вытягиваться, я думаю, не будет. Но это 100% хлопок. Ну и напоследок вот эту красоту. Посмотрите, какая прелесть. Это интерлок. Сердечки, круги называется. 100% хлопок. Качество компакт пенье. Девочки, покупайте компакт пенье. Еще раз повторяю. Очень хорошее, высокое качество. Не закатывается. Все очень хорошо носится. Это прям интерлок. Моя любовь стала. Хоть на пижамке, хоть на футболке. Кроить надо будет в одном направлении, потому что вот сердечки в основном идут наверх. Вот малиновое и розовое, а серое вниз. Вот как-то так. Ну, хотя можно и перевернуть. Вот такая красивая футболка будет кому-то. Девчонки, заходите на ссылки
под видео на сайт, выбирайте товар. Вместе с подругами, с сестрами, с родными кооперируйтесь, объединяйтесь и доставку делайте на один адрес. И вам доставка выйдет в копейки. И еще не забудьте про промокод ассорти, который надо ввести, когда оформляете все. Проходите по ссылке под видео в описании и выбирайте товар. Когда товар у вас будет в корзине, и вы его начнете оформлять, то у вас будет одна сумма. А потом, когда промокод введете, то эта сумма пересчитается и будет на 5% меньше. Мелочь, но приятно, как говорится. Удачных вам покупок, хороших. На полотенце обратите внимание. В этом магазине заказ можно сделать от 1000 рублей. Ассортимент товара очень большой. Ткани, постельные принадлежности, постельное белье, товары для творчества. Вы найдете для себя все, что угодно. Ну а теперь продолжим вышивать. Было очень много откликов. Очень многих я вдохновила своей вышивкой. Писали, что будем вышивать. Очень многим понравились вот эти два шва. Сейчас я покажу, как их шить. Лучше всего взять джинсу в полосочку. Вот в такую легкую полоску. Или прочертить мелком 2 полоски параллельных. Шьем иголкой вперед обычным стежком. Вперед одну полоску шьем, а затем вторую сдвигаем, как бы в шахматном порядке. 2 строчки мы делаем. Старайтесь выполнять стежки одного размера, тогда швы получатся аккуратными. Расстояние между рядами берите произвольное, миллиметров 5, нормально будет. Получились вот такие 2 параллельные строчки, сдвинутые по отношению друг к другу. Теперь с изнанки вводим иглу под петлю. Затем иглу пропускаем под нижнюю петлю. Затем опять иглу пропускаем под вторую нижнюю петлю. А в следующий раз пропускаем под верхнюю петлю. Опять возвращаемся к этой петле верхнего ряда. И все это повторяется. Опять сверху проводим, пропускаем иглу. Затем возвращаемся к этой же петле, к нижней. Пропускаем через нижнюю петлю. К следующей нижней петле идем, пропускаем через нее. И возвращаемся в верхний ряд. Опять в ту же петлю. И вот так бы, как бы петляем вот так, змейкой. Сейчас я иглу провела через 2 петли, через нижнюю и верхнюю. И обратно также, через верхнюю и нижнюю. Можно через одну петлю пропускать, можно через 2 сразу. Чтобы вам было понятно, можете уменьшить скорость. Я помолчу, а вы посмотрите. Обязательно пробуйте. Не получится, распускайте и опять пробуйте. Вот такой шов получается в итоге. Можно брать разные нитки, то есть цвета разные брать. Интереснее смотрится. Можно однотонными. Если где-то у вас петельки слабые, можете подтянуть все по очереди и будет поаккуратнее уже. Для следующего шва нам тоже понадобится 2 параллельных полоски, по которым мы будем шить. Также иголка вперед, но только будем уже стежок под стежком делать. Я взяла контрастную нитку, иглу вкалываем с изнанки, закрепляемся под стежком, пропускаем иглу под соседнюю петлю и идем к верхней петле, тоже пропускаем через нее. Затем опять в верхнюю соседнюю и идем вниз, пропускаем иглу в верхнюю и в нижнюю.
И так повторяем до конца ряда. Вот мы дошли до последнего стежка, а теперь идем в обратную сторону. Все так же. Верхнюю соседнюю пропускаем, идем вниз, в нижнюю соседнюю пропускаем, идем вверх, пропускаем и так далее. Дошли до конца ряда, вкалываем иглу в ткань, выводим с изнанки и делаем узелок. Вот такие два симпатичных шва декоративных получилось. Они очень простые, шьются быстро, просто. Надо только понять и иголочкой поработать. И еще один шов покажу. Тоже он несложный. Нам надо прочертить тоже полоску, чтобы не путаться и не кривить. Иглу вводим с изнанки в 2-3 миллиметрах от этой черты. Затем вкалываем с другой стороны черты тоже в 2-3 миллиметрах. Как вы начнете, на каком расстоянии, на таком надо и делать всегда. Петлю не затягиваем до конца. И теперь с изнанки вводим иглу миллиметров на 5, можно больше, смотря какой рисунок вы хотите получить. Сейчас вы все поймете. Вот закрепляем эту петлю. Вот такая получается галочка. Теперь вводим иглу опять на 5-7 миллиметров, как вы хотите, в ткань. И выводим иглу с изнанки опять в 3 миллиметрах от этой полосы, от нашей замеченной. И опять проводим иглу наизнанку и выводим опять в 5 миллиметрах вниз. И получаются такие галочки, как бы веточки. Как еще их назвать? Если вы будете узко шить эти петельки поуже, то у вас получится как бы колосок. Если пошире, как у меня вот справа лежит вышивка, видите, там с узелочками, то получается как веточка. Можно делать подлиннее между этими стежками, между этими веточками подлиннее делать, и получится другой рисунок. Можно варьировать, как хотите вы, смотря какой результат хотите получить. Только не забывайте про петлю, что ее не надо затягивать, а надо ее как бы вытягивать наоборот этой ниткой. Я сейчас ставлю на ускорение, я надеюсь, что все понятно вам. Вот такая веточка в итоге у меня получилась. И вот посмотрите другой результат. Я делала пошире в обе стороны от основной черты. И пошире, подлиннее стежочки между этими веточками. Как бы поняли, наверное, меня. Можно также делать французские узелки. Можно их не делать. В общем, на ваше усмотрение. Девчонки, еще показываю один вид шва. Очень симпатичный, он очень похож на козлика, но он немножко другой, интереснее. Вот. И видео у меня заканчивается, не хочу затягивать, и память в телефоне закончилась, и, в общем, я этот шов не дошила. И у меня телефон отказался снимать, выключился. На самом интересном месте закончилась память у телефона. Что делать? И продолжим этот шов в следующем видео. Ждите. Он очень интересный, симпатичный. Буду очень ждать ваши комментарии. Как вам эти швы? Справились вы с ними или нет? Напишите обязательно, пробовали шить или нет.
Спасибо за просмотр, за поддержку. Всего доброго. До встречи.